Российский художественный фильм в жанре военной драмы. Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны, зимой 1941 года. Вооруженные силы Германии рвутся к Москве. Главный герой – советский военный летчик, капитан рабоче-крестьянской Красной Армии Николай Комлев. После успешного выполнения боевого задания по уничтожению нацистской колонны на выходе из атаки немецкие истребители сбивают штурмовик Ил-2. После приземления напарник Комлева, бортовой стрелок Шота, спасает потерявшего сознание командира, пустив его по реке на льдине, а сам погибает. Комлев оказывается в глубоком немецком тылу. Суровые испытания зимой, преследование немецкой полевой жандармерии, а также волки. В финале герой преодолевает все сложности восстановления после ампутации конечностей и возвращается в боевую авиацию на протезах. В фильме использовали реальные истории советских летчиков как собирательный образ героя, оказавшихся в подобных обстоятельствах, потерявших ногу или обе, но все-таки продолживших воевать. Перед финальными титрами перечисляются советские летчики, которые во время войны потеряли ноги, но сумели вернуться в авиацию и продолжить воевать. Я же говорил, найдем. Алексей Петрович Моресев, советский военный летчик-истребитель, герой Советского Союза. 5 апреля 1942 года его самолет Як-1 был подбит. При попытке совершить вынужденную посадку в лесу упал с 30 метров, раздробив обе ступни. 18 суток летчик через леса и болота ползком пробирался к людям на восток, ориентируясь по солнцу. Врачи спасли Моресеву жизнь, но вынуждены были ампутировать обе ноги в области голени. Является прототипом главного героя фильма. Белоусов Леонид Георгиевич, советский летчик-истребитель, герой Советского Союза. В феврале 1938 года самолет И-16 потерпел аварию. На вынужденной посадке возник пожар. В результате аварии у Белоусова обгорели лицо и ноги. Позже в результате развившейся болезни началась газовая гангрена правой ноги. В тыловом госпитале пришлось ампутировать сначала правую, а затем и левую ногу, причем правую выше колена. Восстановившись с 1944 года, летал и воевал без обеих ног. Грисенко Александр Иванович. 8 августа 1942 года в воздушном бою самолет Грисенко был сбит, а сам летчик тяжело ранен в левую ногу. В госпитале нога была ампутирована ниже колена. В мае 1943 года Грисенко вернулся на фронт. Киселев Иван Михайлович, летчик-истребитель, герой Советского Союза. 20 августа 1944 года в воздушном бою Киселеву снарядом оторвало ногу. Однако летчик все же сумел довести самолет до аэродрома. В мае 1945 года на протезе ноги он вернулся в строй. Кузьмин Георгий Павлович, советский летчик ас истребительной авиации, герой Советского Союза. 19 сентября 1941 года сбит в воздушном бою. Был ранен в обе ноги, получил сильные обморожения. В госпитале ампутировали ступню левой и треть ступни правой ноги. Но летчик научился ходить в специальной обуви и к концу весны 1942 года вернулся в строй. 18 августа 1943 года был сбит прямым попаданием немецкого зенитного снаряда. Летчик выпрыгнул с парашютом, но от горящего самолета парашют также загорелся и летчик погиб. Левицкий Михаил Николаевич в июне 1942 года прямым попаданием зенитного снаряда был сбит. Раненый в ногу был обнаружен немцами и взят в плен. Началась гангрена. Лагерные врачи провели операцию по ампутации ноги выше колена без наркоза с помощью ножовки. В июле 1944 года советские войска освободили концлагерь Демблин. После долгого восстановления стал летать штурманом на самолете Ли-2.
Любимов Иван Степанович, советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза. 9 октября 1941 года был сбит и тяжело ранен. Сумел посадить свой истребитель Як-1 в степи, но немецкие летчики продолжали добивать его уже на земле. При этом получил второе тяжелое ранение и лишился ступни левой ноги. Ее ампутировали в госпиталь. Освоив полеты с протезом, в июле 1942 года вернулся в строй. Маликов Илья Антонович, Герой Советского Союза. 29 августа 1942 года самолет был поражен снарядом зенитного орудия. Сам был тяжело ранен, но смог довести самолет до советского тыла и посадить его без шасси, после чего потерял сознание. В госпитале ему была сделана операция по ампутации ноги. В июле 1943 года продолжил боевые вылеты на бомбардировщике П-2. Сорокин Захар Артемович, советский летчик ас истребительной авиации, Герой Советского Союза. Был ранен в воздушном бою 25 октября 1941 года и на поврежденном самолете совершил вынужденную посадку в тундре. Летчик четверо суток добирался до расположения советских частей. Прополз около 70 километров, при этом отморозил ноги. В госпитале ему ампутировали ступни обеих ног. В феврале 1943 года, уже будучи на протезах, вернулся в свой полк.